our humanity. Our humanity. Как бы то ни было, ребята, то, что вы сейчас видите на экране, это небольшая часть жизни на графике XRP прямо сейчас, когда вчера XRP поднялся до 50 центов, увеличившись на 25% за данный день. И это немалая плата, поскольку XRP обычно абсолютно ничего не делает в течение длительного периода времени, пока не сделает все сразу. Это чрезвычайно важно для всех вас знать, и я не могу не подчеркнуть это достаточно сильно. Кроме того, ребята, я хочу, чтобы все вы обратили предельно пристальное внимание на систему TXI. Как я уже говорил всем вам, это самый важный график номер один, на который нам нужно обратить внимание в качестве индикатора того, будет ли крипторынок расти или падать в цене. Когда индекс TXI растет, риски по таким активам, как криптовалюта, падают. Но когда индекс TXI начинает падать, как это вот-вот повторится прямо сейчас, именно тогда мы можем начать наблюдать некоторое позитивное ценовое движение на крипторынке. В ближайшие дни, недели и месяцы на рынке будет большая волатильность. И если моя гипотеза верна, то альткоины, возможно, готовятся к тому, чтобы устроить нам ралли, которого мы давно ожидали. Я хочу, чтобы все вы знали еще кое-что. Вчера Stellar, младший брат XRP, тоже немного подорожал. Для тех из вас, кто не знает, у XRP и Stellar очень сильная ценовая корреляция. Так что, когда XRP имеет тенденцию к движению, Stellar делает то же самое. Stellar и XRP были двумя криптосистемами, двумя основными инструментами, на которые обращали внимание люди в этом сообществе, которые не достигли своих новых рекордных максимумов в прошлом цикле. И именно поэтому я испытываю осторожный оптимизм по поводу того, что при положительном решении судьи в ближайшие дни или недели мы сможем увидеть новые рекордные показатели для одного из них или для обоих. Нам все равно придется подождать и посмотреть, что будет дальше. Но черт возьми, какое же это прекрасное время для того, чтобы быть живым для сообщества XRP. Здесь у нас даже есть сайт CoinDesk, который положительно отзывается о XRP. И я обращаюсь к Уотерсу из компании Above Crypto, который буквально на днях правильно сказал каждому из нас, что за ценой на XRP необходимо тщательно следить. А затем, как по маслу, мы увидели, как цена агрессивно взлетела, и многое другое еще впереди. Зная, что на самом деле так расстраивает, так это то, что люди теперь, когда цена снижается изо дня в день, говорят: посмотри на это. Цена падает. Что ты теперь скажешь? По моему личному мнению, это неплохая повторная проверка предыдущего сопротивления, прежде чем мы вернемся к полету на Луну. Тебе не стоит играть с огнем, когда речь заходит об этом графике XRP прямо сейчас. Особенно с учетом фундаментальных новостей и анализа, сопровождаемых потенциальными анонсами, которые могут появиться в ближайшее время. Оставайтесь на прежнем курсе, друзья мои. Наше время почти пришло. Вдобавок к этому Дэвид Шварц, по-видимому, в максимально загадочной форме говорит здесь о том, чтобы щелкнуть выключателем. Похоже, в моем гараже есть выключатель света, который ничего не делает. Вчера я случайно задел его. Я не был уверен, что именно он делает, поэтому час назад включил его обратно. Странно иметь устройство, которое вообще ничего не делает. Когда Дэвид Шварц говорит подобные вещи, он на 100% знает, что он делает и как мы, члены сообщества XRP, будем это интерпретировать. Он общается с нами на загадочном языке? Может быть, кто знает? Но что я точно знаю, так это то, что я внимательно слушаю. Сейчас еще не совсем наш момент, но я думаю, что это произойдет очень скоро. Как бы то ни было, ребята, сегодня был день ФРС, и Федеральная резервная система приняла решение повысить процентные ставки на 25 базисных пунктов. Заявила, что банки надежны, заявила, что дополнительные процентные ставки могут быть уместными, и очень внимательно относится к инфляционным рискам. И прежде чем я продолжу важную часть этого видео, я покажу вам краткий клип Джея Пауэлла, в котором рассказывается о том, что именно нам нужно проанализировать, чтобы понять послание, которое они передают розничным инвесторам. 40 или более лет назад у нас в США наблюдалась безудержная инфляция. У нас был председатель правления ФРС доктор Волкер, который некоторое время подвергался критике со стороны людей, но позже его похвалили. Но он привел к тому, что руководство ФРС и всей страны пришло к выводу, что мы должны были практически любой ценой сдержать инфляцию. И во многом это было драконовское решение. Ты должен это сделать. Руководство ФРС под твоим руководством готово сделать все возможное, чтобы взять инфляцию под контроль и защитить стабильность цен.
Позвольте мне сказать, что я знал Пола Волкера. Я почти уверен, что видел, как он давал показания в этом зале много лет назад. Я думаю, что он был одним из величайших государственных служащих той эпохи, величайшим экономическим государственным служащим той эпохи. И я надеюсь, что история запишет, что ответ на твой вопрос – да. Таким образом, ты готов сделать все возможное без каких-либо оговорок для защиты ценовой стабильности. Да. И это было бы отступлением от того, что ты сделал. Большое тебе спасибо. А теперь, дамы и господа, разве это не так интересно? Джером Пауэлл говорит, что сделает все возможное для борьбы с инфляцией и поддержания ценовой стабильности, в то время как в то же время банки терпят крах. И они говорят, что Резервный банк ФРС планирует влить до $2 триллионов. Инфляция разрушает всю нашу покупательную способность. Повышение процентных ставок разрушает вашу кредитную и заемную способность. Повышение ставок в конечном итоге приведет к повороту, который разрушит ваше благосостояние и ваш пенсионный план, поскольку фондовый рынок рухнет. Но я думаю, что самое худшее во всем этом то, что они собираются продолжать повышать ставки в данный момент времени, пока они что-то не сломают. Потому что способ, которым они собираются бороться с инфляцией, это не прекращение печатания денег, потому что они не могут этого сделать. Они собираются бороться с инфляцией, увольняя людей, чтобы люди перестали тратить деньги. Значит, им придется снизить цены. О, какой же это хреновый мир! Но в этом и заключается их решение проблемы, которую они сами же и создали. Не сомневайтесь, именно в этом и заключается наш план. Оставайтесь с моими друзьями. Это холодный мир. А теперь, ребята, я должен обратить ваше внимание на последние новости дня, поскольку Coinbase получила официальное уведомление от SEC, посвященное размещению листинга активов, в котором по сути говорится, что Coinbase является листинговой ценной бумагой. Леди и джентльмены, карма действительно ужасная штука. Coinbase стала публичной на фондовом рынке США. SEC разрешил им это сделать. И теперь задним числом они пытаются утверждать, что внесли в список незарегистрированные ценные бумаги. Это просто невероятно. Управление по связям с общественностью меня так раздражает. Но карма выступает в роли Coinbase, в то время как они могли бы выступить против управления по связям с общественностью, поддержав Ripple и не исключив XRP из списка. Они этого не сделали. Сейчас судья примет решение по XRP, которое с каждым днем выглядит все более благоприятным, в то время как на весь остальной крипторынок вот-вот подадут в суд. А теперь перейдем к главному событию дня, поскольку я считаю, что соглашение на данный момент подтверждено на 100%. Джон Дитон недавно беседовал с Рэем Фуэнтесом из второго звена, обсуждая, каким может быть потенциальное решение, а также почему он считает, что если оно поступит в Верховный суд, Ripple полностью уничтожит SEC. Нынешние судьи выступают против вмешательства крупных государственных структур. И Джон Дитон излагает факты и предыдущие решения, принятые этими судьями, в частности те, которые могут быть связаны с этим делом. Вот почему я считаю, что мировое соглашение, скорее всего, будет достигнуто после вынесения решения. Именно поэтому я так оптимистично отношусь к повышению цен на наши активы. Вот почему я думаю, что это не случайное совпадение, что эти банковские крахи происходят из-за банкротства этих банков. Этот восходящий тренд криптовалюты, этот ценовой анализ так хорошо работают в реальном времени. ФРС собирается выступить в июле, и сейчас на повестке дня переговоры Кристин Лагард и других сенаторов США по поводу АКПТК. В мире не бывает совпадений. Это синхронное внедрение совершенно новой финансовой системы. И если ты не считаешь, что XRP играет какую-то важную роль, значит ты не обращал на это внимания и вот-вот останешься позади. На днях я опубликовал видео, в котором говорится, что это твой последний шанс получить XRP. А на следующий день он подорожал на 25%. Сейчас, в эти заключительные моменты, когда цена повторно тестирует предыдущее сопротивление, у тебя есть возможность получить надежный вход, закрепиться и быть готовым отправиться на лунную миссию, в которой мы все будем участвовать. Это была настоящая дикая поездка на американских горках. Фантастическое путешествие на века. И вот теперь все наконец-то идет на лад. Тебе лучше поверить, что это самое захватывающее время в жизни. И для меня большая честь отправиться в это путешествие вместе с каждым из вас.
А теперь, ребята, в завершение сегодняшнего видео, пожалуйста, посмотрите интервью Джона Диттона с Рэем Фуэнтесом, в котором рассказывается о том, почему я считаю, что мировое соглашение имеет 100% вероятность. Но я не удивлюсь, если оно выйдет к концу этой недели. Именно этим я и занимаюсь. Я руководствуюсь тем, что исторически сложилось так, что она сделала. А если ты посмотришь на ее предыдущие дела, то увидишь, что бывали случаи, когда она выносила решение об упрощенном судебном разбирательстве одновременно с решением по делу Дагберта. Был случай, когда она выносила оба решения одновременно. И именно поэтому, когда было рассмотрено ходатайство Добера, я сказал, что решение по делу в упрощенном порядке может быть вынесено сегодня вечером. Затем было еще одно дело, в котором она вынесла решение по делу Добера, и прошло 2 недели, прежде чем она вынесла решение по делу в упрощенном порядке. А еще был случай, когда она вынесла решение по делу Дагберта с промежутком в 60 дней. Так что, хотя я предполагаю, что могу сказать тебе вот что, я был бы очень удивлен, если бы это произошло не в течение следующих 30 дней. Если наступит конец апреля, а мы все еще будем ждать, я искренне удивлюсь, и это будет несовместимо с тем, как она вела дела в прошлом. Когда было опубликовано итоговое судебное решение Ripple, я вышел и сказал, что это краткое изложение, написанное для апелляционных судов, что оно было направлено непосредственно во второй округ и Верховный суд США. Апелляция уже готова. И если вы посмотрите, Брэд Гарланд-Хаус даже сказал, что Ripple действовала так, как будто они уже проиграли. Я не знаю, помните ли вы, когда он это сказал. И он сказал: послушай, мы уверены, что хуже, чем сейчас, для нас уже не будет. И по сути, если посмотреть на того, кого они наняли, то они наняли Майкла Келлога. Хорошо, Майкл Келлог, выдающийся апелляционный адвокат в Соединенных Штатах Америки. Нил Гарсуч, член Верховного суда, раньше работал у Майка Келлера в качестве партнера. А ведь раньше он был генеральным солиситором, а раньше был клерком шефа Ринквиста. Так вот, это краткое изложение написано для апелляционных судов, и я вышел вперед и сказал, что если Ripple обратится в Верховный суд, они обязательно победят. Теперь я могу сказать это довольно уверенно. Я сказал, что уверен на 100%, а ты не во многих вещах уверен на 100%, потому что Верховный суд отменил решение по делу Роу против Уэйда. Независимо от того, какова твоя позиция по этому вопросу, это был 50-летний прецедент. Они консервативные судьи, судьи-консерваторы. И если ты взглянешь на дело агентства по охране окружающей среды Западной Вирджинии, о котором мы недавно говорили с профессором то увидишь, что именно в этом случае они дали пощечину агентству по охране окружающей среды за то, что оно расширило свою юрисдикцию без разрешения Конгресса. Тебе это не кажется знакомым? Федеральное агентство? А если ты посмотришь на Майкла Келлога в его фирме, то увидишь, что он специалист по вопросам регулирования и обжалования решений. И поэтому, если комиссия по ценным бумагам и биржам добьется полной победы, чего я не думаю произойдет, но если бы они это сделали, это наверняка будет обжаловано. Компания Ripple просто продолжит вести бизнес так, как они это делали, а затем мы будем ждать и наблюдать за победой в апелляционном суде. Наилучшие шансы для SEC прямо сейчас у судьи Торриса в Федеральном окружном суде за все, что я только что рассказал вам о том, почему Ripple подаст апелляцию. В двух словах, Ripple выигрывает дело, SEC угрожает подать апелляцию, а затем SEC использует апелляцию, чтобы добиться урегулирования с Ripple Labs. SEC в конечном итоге выглядит победителем. В то время как Ripple в конечном итоге получает ясность, необходимую для того, чтобы наконец открыть свои решения для ликвидности по требованию в коридоре США. Последний кусочек головоломки для общего глобального охвата Ripple. Если Ripple победит, будет ли Гэри Генслер работать в SEC через несколько лет или через 5 лет, если дело дойдет до Верховного суда? Конечно же нет. Итак, если ты знаешь, что с большой вероятностью проиграешь апелляцию, но можешь добиться политической победы прямо сейчас, как ты думаешь, что собирается делать Гэри Генслер? И то, что я подразумеваю под политической победой, это лучшее, что может быть у SEC в случае поражения. Это угроза обжалования. И поэтому я думаю, что они будут угрожать обжаловать это решение. Конечно. И что же тогда произойдет? Они использовали бы угрозу апелляции, чтобы попытаться договориться об урегулировании после решения судьи Торриса, когда они могли бы сказать: «Хорошо, Ripple получит. Мы откажемся от нашей апелляции. Мы согласимся с решением судьи Торриса о том, что продажи на вторичном рынке не являются ценными бумагами и что ваши текущие и будущие продажи не являются ценными бумагами. Если вы согласны заплатить $25 миллионов, выберите цифру, не так ли? И Ripple вполне может согласиться с этим. И тогда Гэри Генслер мог бы сказать: да, мы одержали победу. У нас есть миллионы и миллионы долларов, но что еще более важно, в наши дни он может преследовать и другие свои цели. Вот в чем проблема. И поэтому Элитарет сказала, что они даже усиливают криптозащиту в SEC уже сегодня, хотя год назад они удвоили криптозащиту SEC. Так зачем же тебе подавать апелляцию, рисковать проигрышем, когда ты мог бы добиться этой политической победы?
Какой замечательный вопрос задал Джон. Зачем SEC удваивать свою рабочую силу конкретно в своем подразделении по криптоактивам и кибербезопасности, если они уже не знают, что Ripple победит? Я расскажу тебе еще об одном шаге вперед благодаря тому интервью, основанному на монетах, которое Тони дал мыслящему криптоканалу. Подумай вот о чем. Если Ripple победит и судья Торрес скажет: «SEC, вы не сможете доказать, что XRP был продан в качестве ценной бумаги реальной компанией, владеющей 50% токенов». Как вы думаете, это придаст уверенности Coinbase и Kraken? Если вы не можете доказать это против Ripple, то вы точно не сможете доказать, что это ценная бумага, когда Coinbase, Kraken или OPA продадут ее. Так что, несмотря на то, что я знаю, что главный юрисконсульт Coinbase сказал: «Ну, вы знаете, и он должен сказать, что это публичная компания», он собирается сказать, что мы должны быть осторожны. Мы сделаем то-то и то-то. Но просто подумай о здравом смысле. Если ты проиграешь Ripple, если ты не сможешь доказать, что Ripple нарушила закон, ты уж точно не докажешь, что это сделала Coinbase или кто-либо другой. Так что я думаю, это было бы отличной новостью и для розничной торговли. Джон не останавливается на достигнутом. Он также поднял вопрос об электронных письмах Хинмана, которые комиссия по ценным бумагам и биржам не пожелала предоставить. Я должен тебе сказать, я уже говорил об этом публично, что в конце концов эти электронные письма будут опубликованы, а в конечном итоге эти черновики. Потому что из-за всех других судебных разбирательств, ты знаешь, на Dragon Chain подали в суд. Это токены ERC-20, которые регулируются блокчейном Ethereum. Неужели ты думаешь, что их адвокаты не скажут, что нам нужны показания Хинмана, нам нужны электронные письма Хинмана, нам нужны черновики? И затем, если будут проводиться обмены, как я предсказывал, вы же не думаете, что те биржи, которые перечисляют токены Ethereum A20, будут запрашивать те же документы? Возможно, это более актуально для токена ERC-20, управляемого блокчейном Ethereum, чем для Ripple, не так ли? Потому что если Билл Хинман сказал, что Ethereum достаточно децентрализованный, токен ERC-20 регулируется этой достаточно децентрализованной биржей, почему бы им не иметь права просматривать эти документы? А поскольку судья уже вынес решение, в котором говорится, что привилегия совещательного процесса не применяется, привилегия клиента-адвоката не применяется, я вижу, как многие другие судьи говорят: «Да, передайте это и им». И чем больше людей поймут это, тем больше шансов, что все получится в одну сторону. И потом, конечно же, у вас есть доктор Лейтон, Рослин Лейтон, которая вмешалась и добивается того, чтобы эти электронные письма тоже были распечатаны. И поэтому я думаю, что в конце концов они выйдут наружу. Но да, конечно, компания Ripple могла бы согласиться отказаться от этого предложения, если будет достигнуто мировое соглашение. Каким захватывающим путешествием это было для Ripple Labs, сообщества XRP и глобального сообщества инвесторов Link2? Ни одно криптосообщество не заслуживает большего празднования хороших новостей, чем сообщество XRP. Это даже не обсуждается.